Друзья, всем привет! В Германии сегодня парламент ужесточил миграционную политику. И за это проголосовало большинство депутатов. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться, что же там такое произошло. Друзья, перед тем, как начать основную тему освещать, я хотел бы поблагодарить тех из вас, кто меня постоянно смотрит, кому нравится мое творчество и кто стал подписчиком моего канала, кто подписался, а кто не подписался, друзья. Буду каждое видео вас просить об этом. Почему? Потому что перед собой поставил цель в этом году, чтобы мой канал вырос до 100 тысяч подписчиков. Поэтому не обессудьте, друзья. Пожалуйста, кто меня смотрит, кому нравится мое творчество, но еще не подписан на канал, вам же не сложно, нажмите клавишу подпишитесь, пожалуйста. Буду вам за это очень сильно признателен и благодарен. Конечно, в Германии сейчас идет предвыборная кампания, и она происходит интересным образом. Фридрих Мерц, это, скорее всего, он будет канцлером Германии. Он еще канцлером не стал, но он уже начал действовать. Он уже начал, по сути, реализовывать свои предвыборные обещания. Некоторые журналисты немецкие начали его работу сравнивать с работой Дональда Трампа по решению этого миграционного кризиса. Потому что в США тоже миграционный кризис. Союз партий ЦДУ-ЦСУ на прошлой неделе представил свой план ужесточения миграции. Я об этом плане рассказывал. На этой неделе Фридрих Мерц заявил, что этот план будет в парламенте, в Бундестаге принят. Так он сказал. И по сути он не обманул, он свое обещание выполнил. Сегодня за этот план проголосовало 348 депутатов Бундестага за и 345 отдали свой голос против. То есть план был принят. Среди прочего, что предусматривает этот план? Там основных 3 пункта по борьбе с нелегальной миграцией. Первый пункт — это вводится в Германии постоянный пограничный контроль, но только на сухопутных границах и только на автомобильных трассах. То есть горы, реки, луга, поля, они контролироваться не будут. Поэтому я сразу в своем предыдущем видео сказал, что скорее всего, это не будет действенный такой контроль. Потому что если узнают, что беженцы и нелегалы узнают, что жестко контролируются въезды все, автомобильные, то будут просто-напросто попадать на территорию Германии через поля, горы и так далее. Это первое. Второе. Однозначно будут теперь отказывать всем нелегалам, всем беженцам, которые будут останавливаться на границах полиции Германии, и которые будут говорить полицейским, что они едут в Германию для того, чтобы попросить убежища. То есть раньше, сейчас как происходило, то есть его поймали, где-то из багажника достали, он там из Сирии или из Афганистана, ты куда едешь? Там в Германию просить убежище. Все, его на территорию Германии сами полицейские забирают, размещают его там в Хайм, куда-то в лагерь, и он идет уже по процедуре. Сейчас такого не будет. Все, поймали его, достали из багажника, куда едешь? В Германию. Документы есть? Нету. Законно находишься, незаконно. До свидания. То есть они его даже не будут на территорию Германии пускать. Вот это второй пункт. И третий пункт. Масса сейчас есть беженцев, которым отказано в прошении убежища, которые находятся уже на территории Германии, которым немецкие власти дали предписание, чтобы они там в определенное время, в определенную дату покинули территорию ФРГ. Но они, понятное дело, нарушили это предписание, и они, по сути, сейчас находятся на полулегальном положении, и их надо депортировать. Так вот, третий пункт как раз таки предусматривает, что их будут просто-напросто отлавливать на территории ФРГ и помещать под стражу, чтобы они никуда не убегали, а они будут ждать депортацию, скажем так, под стражей, под замком. Вот это третий пункт. Вот 3 пункта таких основных. Помимо блока ЦДУ-ЦСУ за эту инициативу также проголосовала Свободная демократическая партия ФДП и там несколько независимых депутатов. Но основной скандал также вызвало то, что эту инициативу Фридриха Мерца полностью поддержала ультраправая, как пишут немецкие журналисты, партия «Альтернатива для Германии». Как пишут ультраправая. Это не мои слова, это пишут журналисты немецкие. А АФД помогает Союзу получить большинство, пишут. Вот так.
То есть это, конечно же, резонанс такой, там Шольц скажет, сейчас я дальше расскажу, что он об этом заявил. Также нашлись такие депутаты, которые пытались заблокировать это голосование. И вы, наверное, друзья, догадались, из каких партий, да? Значит, это депутаты из партии социал-демократов, СПД, и партия зеленых. Они пытались заблокировать, но не смогли заблокировать это предложение. Шольц заявил, значит, когда поддержку оказала АфД, вот что он сказал. Что гражданам Германии теперь совершенно ясно, что после выборов в Бундестаг у ЦДУ и ЦСУ и АфД не должно быть большинства, иначе нам грозит черно-синее правительство в Германии. Вот что он сказал. Ну, Шольц заявил, он много чего заявил, но Фридрих Мерц понимает, и он, в принципе, сделал ставку на то, что реально местное население Германии устало от вот такой вот миграционной политики Германии, которая проводится последние 10 лет. Население Германии банально боится сейчас террористических актов, которые происходят, да, боится ножевых атак, которые ежемесячно совершаются на территории Германии в разных городах. Об этом публикуют немецкие СМИ. Это происходит каждый месяц. Кого-то порезали там, кто-то въехал на машине и так далее. И в основном эти все тяжкие преступления, особо общественно опасные, совершаются как раз таки беженцами, выходцами из неблагополучных стран. И, конечно же, Фридрих Мерц сказал, что он наведет порядок с нелегальной миграцией. Ну и люди ему, я так понимаю, верят. Потому что, скорее всего, за него проголосуют, и он будет следующим канцлером. Честно говоря, я не знаю, получится ли у Германии навести порядок с нелегальной миграцией, как наводит порядок администрация Трампа в США. Вы знаете, да, наверное, что в США происходит? Там улицы пустые, потому что мигранты боятся выйти на улицу. Потому что их таможенная миграционная служба просто-напросто банально отлавливает. Вот что пишут американские СМИ. Некоторые улицы Чикаго опустели. Люди боятся арестов, начавшихся в рамках миграционной политики Трампа. Также отмечается, что на улицу опасаются даже выйти те мигранты, которые находятся в США абсолютно легально, имеют все разрешающие документы и документы даже на работу. Боятся просто выходить, потому что там сейчас идет жесткий отлов, вот прямым словом, отлов нелегалов. Их сразу помещают под стражу и мгновенно через день отправляют на военных самолетах прямо, скажем так, на родину. Вот я не знаю, смогут ли так в Германии навести порядок с нелегалами, как сейчас вот я думаю, там, понятно, это за день, за два не сделаешь, но я думаю полгодика и мы посмотрим, что США реально многих депортируют нелегалов, которые там десятилетиями сидели. Но главное в том, что запрос немецкого общества на это есть. Вот это самое главное. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.